Хайрлы күн, добрый день, сегодня 21 августа. Это видео полный гайд или инструкция о том, как доехать из Алматы до озера Кайынды и что вас там ждет, так как за последний год здесь много что изменилось. В 6 утра выехали из дома и вот сейчас, получается, в 6:25 выезжаем из Алматы. Это у нас сейчас трасса Алматы-Кунаев. Вдоль трассы есть АЗС, кафешки, магазины и так далее. В дальнейшем будем съезжать на трассу Алматы-Кургас. Уже выехали на трассу Алматы-Кургас. Едем до Шелек. Дорога платная. Есть места для разворотов. Много ограничительных знаков на 70. Есть камеры. В интернете пишут, что в этом году на этой трассе ввели контроль средней скорости, так что имейте в виду. И здесь, кстати, очень много ограничительных знаков 90-70. Не знаю, учитываются ли они, но как бы знаки присутствуют. Местами идут дорожные работы, меняют прям целиком бетонные плиты. Ограничение 60, видите, вот так. В Алматы утром было 22 градуса, сейчас вот добрались почти до Шелек, здесь 25. Потихоньку нагревается. По пути также еще встречается машина полиции. Видимо, ездят тоже, автоматически фиксирует нарушение скоростного режима. Что заметил на этой трассе, кстати говоря, что левая, что правая полоса одинаковые. То есть комфортно ехать и там, и там. Если сравнивать с трассой, когда едете Конаев-Талдыкорган, то там правая полоса всегда хуже, чем левая. Шелек. Здесь вот, слушайте, еще одна АЗС строится. Автозаправочная станция. Вот сын говорит, что похож на Royal Petrol. Ну, поживем, увидим. Здесь вот напротив кладбища тоже появился еще один АЗС. Синаойл. Съехали после Шелек в сторону Шарын-Шатхалы, Чернинский каньон, Кульсайские озера, Нарынкол, Кеген. Будет знак, развязка. Заехали в населенный пункт Байсеид. Это вот прям через него дорога проходит. Здесь есть базары, рынок есть вдоль дороги. Арбузы продают, дыни. Сейчас вот тыкву еще сезон. Взяли лепешек в дорогу. 300 тенге. Центральная улица, здесь ограничение 40, кажется, где базар, видите. Внимание, дети. Так что имейте в виду, есть камеры. Дорога здесь считается бесплатной, по одной полосе движения. В целом ровная, ям каких-то определенных нет, есть заплатки. Здесь в Нура до сих пор, оказывается, вот этот объект строится. Какой-то памятник. Заехали в ущелье Кукпек. По пути встречаются велотуристы. По этой дороге еще находится Чернинский каньон. Мы уже здесь ушли в сторону Нарынкола, Кеген тут находится. Дорогу отремонтировали какое-то время назад. Есть разметки хорошие, но дорога волнистая. То есть едете, постоянно немножко подпрыгиваете. А так ям каких-то не видать. Так, вроде этот перевал назывался Аласа. Но названий никаких ничего не было, когда заезжали. Раньше вроде надпись была. Здесь у нас начинается Кегенский район, Кеген ауданы. Дорога на перевале здесь, видно, что требует ухода, в целом оставляет желать лучшего. Встречаются тихоходы. Здесь вот на повороте строится новый АЗС, Кайынды Кульсай, поворачиваем направо. Здесь дальше очень много поворотов. Дорога тоже по одной полосе движения. Местами есть заплатки. В целом дорога неплохая. Асфальт. Разметки в основном вот такие, то есть сплошная линия. Добрались до локации Черный каньон.
Сейчас здесь активно идет строительство, развивает тоже инфраструктуру данного объекта. Смотрю, кто-то, видимо, взял в оборот это место, полностью оградили, собираются что-то строить. Где-то, кстати, говорили, что хотят еще построить подвесной мост, что ли. Вот там, получается, и здесь тоже, видите, тоже оградили, тоже территорию закрыли. Видимо, кто-то тоже забрал под аренду. Вот, даже поставили знаки Кара каньон, Black Canyon. Видите, даже заезды для автобусов сделали. Если едете в тур на кольца Каенда, то обычно автобусы всегда сюда заезжают. А так, раньше это было дикое место, здесь ничего такого не было. Люди просто приходили посмотреть на реку Чарын. Сейчас едем по долине Жаланаш, или, наверное, лучше назвать Жалагаш. Здесь раньше была дорога, ее постоянно, так скажем, вело, размывало. Да, есть какие-то подземные воды, по всей видимости, и ее снова отремонтировали. Сейчас дорога, очень неплохая, ровная. Так, у нас вон там слева Жалагаш, дорога туда идет основная. Здесь вот на подъезде есть старая дорога, не знаю, ее отремонтировали или нет, но, по всей видимости, кажется, нет. Да, старый асфальт лежит. Ну, тогда поедем по старинке через Жалагаш. А так здесь вот объездная дорога есть, чтобы не заезжать в Жалагаш. Видимо, ее не планируют ремонтировать. Или, может быть, жители аула против. Так, в Жалагаш аул появились знаки на 20. Есть камеры, Сергек даже поставили. Здесь по пути открываются потрясающие виды. Дорога вообще не скучная, очень много поворотов. Видимо, в этом году очень много меда. Смотрю, по пути уже 4-я или 5-я пасека. Раньше такого не наблюдал. Раньше, кстати, вот эта дорога была не асфальтированная. Шикарные панорамы. Местами даже есть вот такие паркинги, эстакада, туалет. Уже добрались до Стеллы Сата. Значит, уже недалеко до аула Сата. Вот и добрались до Сата почти, не доезжая. Здесь есть поворот. Пока что в Орындау мерзімі идет ремонтные работы. Ух ты ж, как он полетел. Слушайте, походу на Каенды положили асфальт. Но еще не сдали объект. Написано 31, 12, 20. То есть 31 декабря сдача объекта. Кеген ауданы Каенды көліне апаратын жолға күрделі жөндеу жұмысы. Слушайте, вправду вот повернули на асфальтированную дорогу, буквально на въезде в Сата. Оказывается, отдельный поворот есть, Каенды көлі знак. Вот. Обалдеть. Вот это неужели это случилось? Слушайте. Здесь же часть аула Сата, кто возил на Каенды, на УАЗиках, они же останутся без работы, получается. Шикарно, конечно, дорога просто. Разметок пока ничего нет, непонятная дорога. Она как будто полуторка, то есть будто поместится одна машина только. Вот смотрите, я сейчас еду по краю, по правой стороне еду, да, и здесь как бы с левой стороны, с другой машины мы, кажется, не разъедемся. А здесь с правой стороны обочина, с левой стороны тоже есть обочина. Она не асфальтированная. Возможно, здесь разметок не будет, потому что, как бы, по мне так, по ощущениям, что здесь нету полноценных двух полос движения. А так асфальт отличный, едем, наслаждаемся. Вот только что произошел тот самый момент, ехала встречка, и мы с ним не поместились на дороге, пришлось выехать на обочину. Дорога, да, слушайте, если в этом году ее закончат. В целом такое ощущение, что я даже не знаю, до какого момента ее сделали.
дорога сейчас такая. Интересно, конечно, теперь, что будут делать с УАЗиками. Как бы оставят их для, не знаю, для антуража. Будут на них так до сих пор возить или не будут возить. Потому что теперь, я так понял, каждый желающий может. Раньше вот здесь брод был, проходили брод. Речка была большая прям, а сейчас ее в трубу завели. Да, можно было, кстати, в этой речке местами даже гидроудар поймать. Так что в основном большинство ездили на УАЗиках или на таблетках. Или на деликах. Есть вот такие площадки даже, видимо, можно будет останавливаться, типа как для парковки отдыхать. По пути встречается очень много легковых автомобилей, которые ранее вообще не могли даже сюда сунуться, потому что дорога была реальное бездорожье. Как бы, если даже проезжали, то, к примеру, там в сезон, когда воды было много, они просто оставались у воды и все, дальше не могли ехать. Вот, а сейчас, пожалуйста, красота, все едут. Местами есть знаки на 40. Ну, пока что какой-то другой техники не вижу строительной. Только в начале дороги была. А здесь, как бы, видимо, уже все закончили. Потрясающие вот просто виды открываются на горы. Они вообще выглядят по-другому. Отличаются от алматинских. Так, наверное, еще где-то должен быть экологический пост национального парка. Пока что до него не добрались. Помню, здесь раньше был мост и тоже был брод. И когда мост сломался, все ездили через брод вот тут с правой стороны. Воды сейчас мало, конечно, но брод, конечно, был мощный. Так, о, техника работает, каток. Да, нормально срезали так горы здесь. Дорога здесь была уже. А вот и вижу экологический пост вон там. Вот так выглядит национальный парк. Есть вот такая парковка, домик лесника. Так, сейчас здесь сделали, что платите за машину. Вот за машину легковую 3027,5 тенге. Вот, оплатил. И неважно, сколько человек в машине получается в легковой. Ну, видимо, там 5-6 человек. Вот такой пост. И кто оплачивает через Каспий, они еще регистрируются в журнале там. Нужно написать там машину, имя там и сколько человек. Кстати, здесь в ущелье не ловит сотовая связь, но зато там, где вот касса сидит, кассир, да, там поставили Starlink. Есть Wi-Fi раздача. Называется Kainde Post. Пароль от 1 до 8. Обалдеть. Здесь была, точнее, была и есть березовая роща. Когда здесь было много воды или много снега, здесь просто дорога была грязище. Некоторые просто здесь оставались ночевать даже бывало, или вызывали эвакуатор. То есть даже джипы бывало, что застревали. А сейчас, смотрите, просто дорога через лес. Потрясающе.
Сделали вот такие площадки, тоже асфальтированные. Не знаю, это, видимо, как парковка будет. Если кто хочет приехать там с ночевкой. Но виды потрясающие. Реально лес, березы. О, тут даже какой-то глэмпинг сделали. Вон там, видите. Видите, даже сюда бизнес пришел. Раньше здесь ночевок вообще не было в ущелье. Только в палатках. Или там наверху еще юрта была. А сейчас, как видите, с появлением, видать, дороги, цивилизация пришла, свет протянули, поставили вот такие туалеты. Вот глэмпинги ставят, домики строят. И тут вот домики строят с правой стороны. Смотрите, однако, да, как влияет дорога на развитие. А вот и доехали, можно сказать. Здесь уже парковка. Здесь вот стоят, кстати говоря, УАЗики. Они везут, наверное, на верхнюю парковку. Раньше можно было на машине добираться на верхнюю парковку. Вот здесь знак паркинг. Парковка здесь не асфальтированная, каменистое поле. Вон автобусы. Тьма народу. Пятница причем, кстати. Будний день. Даже появился небольшой базарчик. Магазинчик. Kinda Town называется. Также здесь от парковки можно поехать на лошадях. Лошадей очень много. Здесь вот река течет, тоже Kinda называется. Стоят генераторы, идет водоснабжение. Видимо, сюда вот в эти здания, там где вот магазин, базарчик. Получилось так, что от поворота, где с Аты мы повернули, до парковки добрались за 20 минут. А раньше это было час 20, ну или примерно час дороги. Поставили вот такую карту с маршрутом Kinda Куле, озеро Kinda. Вот, что можно, что нельзя. Мы пойдем по вот этой желтой тропе. Это вот на лошадях. Конная тропа. Но раньше тоже пешком там ходили. Сейчас, видимо, сделали чисто конная. А вот старая тропа, вот она. Раньше автомобили сюда доезжали, здесь оставляли. Сейчас сюда можно доехать на этом, на отдельном транспорте. Они сделали, видимо, платный въезд. Сюда вас довезут, короче. И дальше вот здесь пешком вот сюда. Так, сказали, лошади туда-обратно 8 тысяч стоят, в одну сторону 6 тысяч. Такие вот расценки на одного человека. Идем на своих двух. Очень нравится, что тропы от людей, то есть лошадей от людей разделили. Лошади вон там по склону горы идут. Здесь по маршруту от парковки до озера показывает 2,4 километра. С детской коляской здесь будет очень сложно, потому что камни разного размера. Лучше иметь какую-нибудь переноску или эрго. Потихоньку наступает осень. Здесь тоже кто-то юрту поставил, туалеты поставил, солнечные панели. Вон Оскар впереди. Так, туалет с условиями 150 тенге. Без условий вон там стоит. Наверное, бесплатный. 150 на взрослого, детский бесплатно. Только что про туалет разговаривали. Проходила мимо женщина, сверху шла. Она сказала, лучше здесь сходите в туалет, потому что наверху, говорит, ужасное состояние туалета. Это, конечно, грустно слышать. Неожиданно в будний день увидеть так много людей здесь. В выходные, да, всегда было народу тьма. А в будний день, еще и рано утром. Солнце то есть, то его нет. По пути вот такие шикарные виды. Видимо, планируют что-то здесь делать. Металлические брусья. О, добрались до лестницы. Есть скамейки по пути, но мало. Странно, что
Вот эта лестничная тропа, она всего лишь рассчитана на одного человека. Разойтись можно, конечно, но придется бочком. Почему не сделали пошире, не пойму. Если все равно делали, как бы, да, можно было сделать на 2 человек, чтобы расходились нормально. А тут я только что встретил прям крупных мужиков, с ними точно не разойдешься. Потрясающие виды. Смотрите-ка, река. Ну, с лестницы круто придумали, конечно. То, что она так проходит, видите, через деревья, вдоль речки. Потрясающий маршрут. Жаль, только пошире не сделали для удобства. Но сейчас вроде, видите, никого нету на встречке. На встречке никого нет, соответственно, нам комфортно идти. Красота просто. Не, очень круто сделали. Мне прям нравится этот маршрут. Раньше этой лестницы не было. Вот, смотрите, специально сделали вот такие островки, чтобы можно было пропустить, когда много людей. Дошли уже, 35 минут, получается, пешком, не торопясь. Появились вот такие балкончики, мусорные баки есть, скамейки есть. Короче говоря, здесь и туалеты поставили, и на лошадях сюда возят. Людей очень много, очень много иностранцев. Конечно, то, что сделали хорошо, инфраструктура, все дела, да, комфортно для туристов, но я сюда, наверное, впервые приезжал лет 10 назад. И всего вот этого не было, и была прям такая дикая местность, и как-то ощущалось по-другому. Сложно найти вдоль озера какие-то пустующие места, если только прям не ходить по вот таким вот кустам. Очень красиво. В свое время здесь просто объезжала река, произошло землетрясение, случился обвал, и реку перекрыло. А так здесь был лес. То есть вот это все, видите, лес. Предположу, что это, ну, елки, ели. И просто всю эту местность затопило. Теперь это Кхайнда. Просто к сведению, сотовая связь здесь не ловит. Идем уже обратно. Спускаемся вниз на парковку. Тропа очень понравилась, вообще классно дошли, классно вернулись.
И мне очень понравился подъем. То есть он такой постепенный, спокойный. Ты не напрягаешься, не идешь в гору или не спускаешься с горы. Даже с маленьким ребенком без коляски туда-сюда сходили в удовольствие. У нас тут обед. Хазе, ед, нан, лепешки, Помидоры, орехи. помидоры, орехи. Персики. Короче, обед в багажнике. И на десерт. Та-дам! Серьезный десерт. Если вам интересны цифры, то за платную дорогу заплатили 192 тенге. Проехали 273 километра. Не проехали, а преодолели, можно сказать, Алматы-Кайынды за 4 часа и 30 минут. Это я ехал с семьей, не один, да. Если вы едете без остановок, то можно где-то срезать полчаса. Бабушка, бабушка, вообще сколько? Так, выезжаем уже. Здесь, оказывается, еще и кафе есть, даже кофейня есть. Вот отсюда, кстати, можно, оказывается, прям до озера добраться вот на этих бусиках. Ну, таблетки. Выехали в обратный путь. Рахмет. Сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.